Пойдем со мной, красавчик, застенчивый чудак. Пойдем со мной подальше, в зеленый березняк. Собьемся там с дорожки, упустим колею, устанем и присядем, и я тебе спою. Зачем я не лужайка? Почему я не лужок? Вся Маэстро, быстрее в 2 раза. Хорошо, мадам. И... зачем я не лужайка? Почему я не лужок? Вся пушистая, как зайка, я бы раскинула ног. Посмотри, какая травка, как на ней легко и мягко. Зачем я не лужайка? А ты не ручеек. Ты по мне бы, так и тёк-тёк-тёк-тёк. Сердечко, так и ёк-ёк-ёк-ёк. Ты по мне бы, так и тёк-тёк-тёк-тёк. Сердечко, так и ёк-ёк-ёк-ёк. Браво! Браво! Come on, baby! Come on! Идем, дорогой. Очаровательница Цирцея Афродита. Мы только что беседовали о вас в тайной канцелярии первого министра. Шалуны. И сошлись на одном, что вы умная, талантливая и практичная нимфа. Ага. Куртизаны. И мы решили, что именно вы можете помочь нам в одном деле. Вы поможете нам уничтожить приезжего ученого по имени Христиан Теодор. Вы поможете нам? А почему вы смотрите на меня так, будто не знаете, что мне ответить? Я в самом деле не знаю, что вам ответить. Не понимаю. Мне кажется, что я сама себя не понимаю. Это что, отказ? Не надо. Сейчас перед вами не мужчина, а министр финансов. Но подождите. Не подожду. Ах, зачем я не лужайка? Теперь я понимаю, что вы имели в виду. Вы намекаете, что у крестьян нет земли? Завтра же газеты разберут по косточкам вашу фигуру, вашу манеру петь, вашу частную жизнь. Нет, ну... До свидания, бывшая знаменитость. Ну, подождите же. Не подожду. Ну, взгляните на меня. Извольте называть меня ваше превосходительство. Ну, ваше превосходительство, ну, взгляните же на меня. Ну? Ну, неужели же вы не понимаете, что для меня вы прежде всего мужчина, а потом уже министр финансов? Бросьте, бросьте. Ну, а мужчине никогда не говорят сразу «да». Уточняю, вы согласны? Да. Афродита. Итак, через полчаса вы встречаете в Королевском парке этого ученого. Под любым предлогом уведите его минут на 20. И все. Видите, очень просто. А за это, Афродита, я официально объявляю себя вашим главным покровителем. Чао, бомбина. чао. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не узнаете меня? Простите, нет. Посмотрите внимательно. Ведь мы столько лет знакомы, можно сказать, с самого детства. Я всегда был с вами. Мы выросли среди одних и тех же людей.
Я любил тех, кого любили вы, а ваши враги были моими врагами. Когда вы хворали, и я не мог поднять головы от подушки. Поправлялись вы, поправлялся и я. Я думаю, у вас на свете нет никого ближе меня. Ну, вы узнали меня? Так значит, вы... Именно. Садитесь. Садитесь, старый приятель. Я болел без вас. А теперь вот поправился и сейчас чувствую себя хорошо. А вы что делали все это время без меня? Или нет? Сначала давайте перейдем на «ты». На «ты». Спасибо. Что делал я? Все это время я оставался вашей тенью. Твоей тенью. И продолжал верно служить тебе. Прости, я не понимаю тебя. Сначала я устроился лакеем во дворце, потом поднимался выше. Ведь я часто бывал выше тебя, особенно в лунные ночи, поднимаясь до крыш самых высоких домов. И вот теперь я советник особо важных дел при первом министре. Боже, воображаю, как тебе трудно среди этих людей. Но зачем ты это сделал? Я же сказал, ради тебя. Ради меня? Конечно, я среди них, чтобы спасти тебя. Ведь все они готовы съесть тебя и съели бы сегодня же, если бы не я. И вот мне поручено это дело. Какое дело? Какое дело? Дело за номером 8989. Дело о замужестве принцессы. Что? И счастье наше, что оно в моих руках. Мне поручили купить тебя. Купить меня? Они обещают тебе славу, почет и богатство, если ты откажешься от принцессы. Не может быть. В противном случае они убьют тебя. Сегодня же. Нет. Нет. Никогда не поверишь, что могу умереть. Особенно сегодня. Христиан, друг мой, брат, ты не знаешь этих людей, они убьют тебя, поверь мне. Разве им ведомы дорожки, по которым мы бегали в детстве? Мельница, где мы предавались мечтам. Лес, где мы встретили дочку учителя. Помнишь? И влюбились ты в нее, а я в ее тень. Они и представить себе не могут, что ты живой человек. Для них только препятствие, вроде пня или этого камня. Они и глазом не моргнут, чтобы уничтожить тебя. Ты понимаешь это? Понимаю. Ну что ты посоветуешь мне сделать? Я все продумал. Подпиши это. Я, ниже подписавшийся, решительно бесповоротно отказываюсь вступить в брак с принцессой, если взамен мне будут обеспечены слава, почет и богатство. Ты что, всерьез предлагаешь мне это подписать? Поверь, Христиан Теодор, у нас нет другого выхода. С одной стороны мы трое, ты, я и принцесса, с другой система. Министры, советники, чиновники, полиция, армия, флот. Поверь, я всегда был ближе к земле, чем ты. Пойми, это всего лишь бумажка. Она их успокоит. Сегодня же вечером я вручу тебе визу и билет. На границе принцесса и я присоединимся к тебе, и мы свободны. Пойми, свободны. Вот перо, подпиши. Нет, я должен посоветоваться с принцессой. И если нет другого выхода, нельзя ждать. Первый министр дал мне всего 20 минут срока. Он не верит, что тебя можно купить. Он считает наш разговор пустой формальностью. Видишь, там его убийцы. Они ждут. Подпиши. Нет, не могу. Значит, ты тоже убийца. Отказываясь подписать эту бумагу, ты убиваешь меня, своего лучшего друга, себя и тем самым бедную беспомощную принцессу. Ну, хорошо. Хорошо, я подпишу. Но
но никогда в жизни я близко не подойду к властимущим. Наконец-то я на свободе. Ну уж теперь-то я заживу. Не по указке, а по природе. Не в полумаске, а наяву. Ну, наконец-то стало известно, что и принцесса человек. Имею право и приодеться, и причесаться, где мои тени для век. Мне так не нравится, а так не хочется. А это полный бред, а это просто мрак. Ваше высочество, ваше высочество, ваше высочество, ваше высочество. Ну что же поделать, когда мне не хочется так? Вы поймите, я впервые на свидание лечу. Вы поймите, меня полюбили. Вы поймите, ее полюбили. Меня полюбили, я тоже хочу. Ваше высочество, ваше высочество, ваше высочество, ваше высочество. Кристиан Теодор, это вы? Кристиан Теодор, Да? это вы? Да. В чем дело? Что случилось, Юлия? Юлия. Помогите мне. Я прошу вас. Уйдемте отсюда немедленно. Я не могу, у меня здесь Я свидание. понимаю, но речь идет о жизни и смерти. Благодарю вас, все в порядке, не беспокойтесь обо мне. А вас? Но... Боже мой, вы меня неправильно поняли. Речь идет обо мне. Если вы сейчас не пойдете со мной, я погибла. Я прошу вас. Хотите, я встану перед вами на колени? Я прошу вас. Ну, конечно, я... Пожалуйста, всего на несколько, на 20 минут. Ну, хорошо, только я должен сказать 2 слова моему другу. Вашему другу? Да. Благодарю вас. Послушай, приятель, сейчас сюда придет принцесса, скажи ей, что прибегу через несколько минут. Я не могу отказать этой женщине. У нее какое-то несчастье. Иди спокойно. Я найду, что сказать принцессе. Спасибо. Идемте, Юлия, только скорее, умоляю вас. Проклятая привычка. У меня болят руки и ноги. Мне все время хотелось повторять его движения. Почему вы на меня так смотрите? Вы кто такой? Я друг, лучший друг. Друг? Чей? Того, кого вы так ждете, принцесса. Это правда? Да, ваше высочество. Ну что же вы молчите? Продолжайте. Я хочу заговорить и не смею. Почему?
Мой ответ может показаться вам дерзким. Говорите. Ваша красота поразила меня, принцесса. Это не дерзость. Так это он послал вас ко мне? Да, он просил сказать, что очень важное дело задержало его. Так он скоро придет? Да. Ну вот, мне опять стало весело. Ну, развлекайте меня, что ли, до его прихода. Я не привыкла ждать. Хорошо, я исполню ваше приказание. Я буду рассказывать вам сны. А что, ваши сны интересны? Я буду рассказывать вам ваши сны, принцесса. Мои? Забавно. Вот недавно вам приснилось, вы лежали в теплом море, как в уютной колыбели. Волны медленно и плавно колебали вас, куда-то увлекая вдаль без цели. Но внезапно вдруг, чего-то испугавшись, захотели вы позвать на помощь друга, но, увы, а как же его имя, вы его забыли от испуга? Христиан Теодор! Или Теодор Христиан. Прошлой ночью вы во сне его позвали. Он явился и себе позволил смелость. И вы слова не сказали, хоть вы знали, что пришел не он, и так вам и хотелось. А сегодня ночью ехали вы лугом на гнедом коне, и спутник рядом с вами, и терялись вы в догадках, кто же это, милый недруг или друг не милый. Христиан Теодор или Теодор Христиан. Наше истинное чувство сокровенно, оно там в тени, во мраке подсознания. Так вглядись, не бойся, выпусти из плена этот образ воплощенного желания. И узнаешь ты, знакомое до боли, то лицо одно, единственное в мире. Посмотри, вглядись, оно перед тобою, и тебе уже известно имя. Теодор Христиан! Теодор Христиан! Теодор Христиан! Довольно. Я очнулась. Вы дерзкий человек. Сейчас стража схватит вас, а ночью вы будете казнены. Прочтите это. Он милый человек, славный человек, но он мелок. Он предал вас. Трус. Я не верю этой бумаге. Но здесь круглая печать, ваше высочество. Я подкупил вашего ничтожного жениха, а вас взял с бою. Ну, прикажите отрубить мне голову. Что это? Советую вам уйти отсюда. Здесь принцесса дает аудиенцию одному из своих подданных. Я даже не знаю, как вас зовут. Меня зовут Теодор Христиан. Теодор Христиан. Это почти то же самое. Луиза! Ступайте прочь. Вы мелкий
человек. Вы подписали бумагу, в которой отказываетесь от меня. Я? Вы ничтожество, Христиан Теодор. Идем, Теодор Христиан, милый. Скажите, каким образом он добился, что она поцеловала его? Он ошеломил ее. Он рассказал ей все ее сны. Как он узнал ее сны? Да ведь сны и тени в близком родстве, они, кажется, двоюродные. Послушайте, сейчас же махните на все рукой, иначе вы сойдете с ума. Всему этому противостоять нельзя. Вот я, например, сделал одно великое открытие. Нашел источник живой углекислой воды. Эта вода излечивает все болезни. Даже воскрешает мертвых, если они хорошие люди. И что из этого получилось? Министр финансов приказал закрыть источник. Нам живая вода не поможет, сказал он. А хороших людей воскрешать незачем. Нет, я боролся. Но на меня двинулись чиновники, а им все равно, что жизнь, что смерть, что великие открытия. Конечно, они победили. И я махнул на все рукой. Мне как-то сразу стало легче жить на свете. И вы махните на все рукой. И живите, как я. Для чего же вы живете? Ну, мало ли. Вот поправился больной. Жена уехала на 2 дня. Вот написали в газете, что я все-таки подаю надежды. И только. А вы хотите сделать людей счастливыми, гармоничными? Да люди этого терпеть не могут. Махните на все рукой, говорю я вам. И смотрите сквозь пальцы на этот безумный, несчастный мир. Зачем же тогда жить? Зачем? Он спрашивает, зачем жить? Зачем? Зачем акуле помидоры? Зачем слепому лунный свет? Зачем леса, поля и горы? Зачем родился я на свет? Это все вопросы глупые, это все вопросы лишние. Отвечай свободно, что тебе угодно. Все равно не будет ничего. Боже, куда же мы идем? Он спрашивает, куда? Куда? Куда пропали артишоки? Куда правительство глядит? Куда идет 7-й автобус? Куда уходит жизнь моя? Это все вопросы глупые, это все вопросы лишние. Мы про это знаем, глубоко вздыхаем и опять вопросы задаем. Это все вопросы глупые, это все вопросы лишние. Мы про это знаем, глубоко вздыхаем И опять вопросы задаем.
Господа, дело за номером 8989 закончено. В конце подшито волеизъявление принцессы и мой приказ за номером 001. Там приказано именовать меня ваше высокопревосходительство, пока мы не примем новый, подобающий нам титул. Не знаю, как это будет принято в деловых кругах. Вы все-таки из компании ученых. Начнутся всякие перемены, а мы это не любим. Никаких перемен. Все будет так, как было раньше. Никаких планов, никаких мечтаний. Вот вам самые последние выводы моей науки. Господа, принцесса выбрала жениха. Но это не вы, Пьетро. Да черт с ним, ваше высокопревосходительство, вы мне заплатите только. И не вы, Борджиа. Что ж, ваше высокопревосходительство, мне остается только одно – писать мемуары. Не огорчайтесь, господа. Я ценю дружбу, и я все помню. Вы, Борджиа, назначаетесь государственным секретарем, вы, Пьетро, начальником стражи. Аудиенция окончена, господа. Стой! Пропустите! Пропустите его! Откажись немедленно от принцессы и от власти. Или я заставлю тебя это сделать. Слушай, ты, ничтожный человек. Сегодня же я дам ряд приказаний, ты окажешься один против целого мира. Друзья с отвращением отвернутся от тебя. Враги будут смеяться над тобой, и ты приползешь ко мне и попросишь пощады. Никогда. Я даю тебе последний шанс. Завтра в полночь, когда будет свадебный бал, ровно в полночь ты придешь ко дворцу и пришлешь мне записку. Теодор Христиан, ты был прав. Я проиграл. Христиан, Теодор, и тогда я, может быть, дам тебе место при моей особе. Может быть! А сейчас вон, стража! Мой милый, мой любимый, мой смелый и смешной, ты даже и не знаешь, что ты все время мой. Вот я вижу тебя, узнаю тебя, с каждым словом и шагом все ближе. Посмотри на меня, посмотри, это я, ты пойми, это я, ну пойми же. Среди людей опасных, обманов и тревог, ты даже и не знаешь, что ты не одинок. Вот я вижу тебя, узнаю тебя, с каждым словом и шагом все ближе. Посмотри на меня, посмотри, это я, ты пойми, это я, ну пойми же. Аннунциата, Боже, какая это печальная сказка.
Что за чудо этот мальчик с пальчик? Да, они оба так милы и музыкальны. Как вам нравится мой новый головной убор, господа? Во всем мире он войдет в моду только через 2 недели. Как вам удалось его достать? Мой поставщик, адмирал. Он привозит модный товар из-за границы и проносит его в своей треуголке. Гениально. И просто. Вы сердитесь на меня, Нунциат. Не отрицайте. Теперь, когда вы дочь сановника, я ясно читаю на вашем лице, что вы сердитесь. Вы уже переехали во дворец? Да. И папа приказал не выпускать меня. Я даже не могу послать христиану Теодору письма. А он, наверное, думает, что я отвернулась от него. Цезарь Борджиа каждый день уничтожает его в газете. Папа читает и облизывается. А я чуть не плачу. Ну что, капрал? Ничего, все тихо, двоих задержали. Один вместо «Да здравствует король» кричал «Да здравствует корова». А второй? Второй мой сосед. А он что сделал? Характер у него поганый, я давно до него добираюсь. Слава тебе, Господи, теперь жить будет легче. Порядок будет, нам сильная рука нужна. Наконец-то! Истосковались. Здрасте. Нормально? Народ ликует. Народ. Знаешь, что тебе скажу про народ? Народ, он сам по себе. Во дворце такое событие, а народ... В доме 8 жена портного вздумала рожать и орет себе. На улице Ланцелота умер художник. Взял да и умер. Во дворце такой праздник, а он лежит себе в гробу и ухом не ведет. В каком номере рожает, я арестую. Да не в этом дело, капрал. Как это они осмеливаются? Что за упрямство, а, капрал? Да. А вдруг они однажды спокойненько, упряменько, все разом, а, капрал? А, и не говорите. Доктор, вы? Да, я. А вы что, собираетесь во дворец? Да, собираюсь. Значит, вы решили махнуть на все рукой и выполнить условия этого? Как раз наоборот. Я должен пойти и сказать им все, что я о нем знаю. Это самоубийство. Возможно. Новости! Свежие новости! Как они встретились, как познакомились, как первый жених получил отставку. Берите свежие новости. А говорят, первый был хороший человек. Как же, хороший. Отказался от нее за миллион. Ты что? Ну, посмотри, она ему говорит: чудак, ты бы королем не меньше бы заработал. А он говорит: еще и работать. Королем ему трудно быть. А попробовал бы он по хозяйству. Дотопить таких надо. Ну, вы видите, люди ужасны. Они недостойны ваших усилий. Это все, что вы можете мне сказать? Нет, нет! Не могу видеть, как вы идете туда безоружным. Запомните эти слова. Тень, знай свое место. Не понимаю. В последнее время я рылся в научных трудах о людях, потерявших тень. В одном исследовании я вычитал, что хозяин тени должен крикнуть ей: «Тень, знай свое место!» И тогда она снова на некоторое время станет тенью. Но, увы, только на некоторое время. Это замечательно, спасибо. Обо мне ни слова. Вы не сердитесь. У меня семья. Где? В каком мы зале, мир? В большом тронном, девочка. Разве ты не видишь? Я ничего не вижу, кроме тебя, дорогой. Я не узнаю комнат, в которых выросла, людей, которых знала много-много лет. Мне всех хочется выгнать и остаться с тобой. Всему свой час, дорогая. Как дела, господин первый министр? Как будто бы все в порядке. Почему как будто бы? За долгие годы службы я открыл для себя один не особенно приятный закон.
Как раз тогда, когда мы полностью побеждаем, жизнь вдруг поднимает голову. Голову, говорите? А королевский палач здесь? Давно. Прежде мороженое делали в виде зайчиков и котят. Кровь стыла в жилах, когда приходилось откусывать головки этим невинным созданиям. А теперь его делают в виде прекрасных плодов, и это гораздо гуманнее. Вы добрейший человек. Гильотин? Установ. Интерес. Почему он не казнил того сра? Теневая поли. Улыбайтесь, за нами следят. Советник, который час? Без 5:12, Ваше Величество. Ты чем-то озабочен, милый? Да, я обещал простить христиан, если он сам придет сюда сегодня в полночь. Он неудачник, но я был много лет с ним дружен. Как ты можешь думать о ком-нибудь другом, и через час наша свадьба? Но познакомились мы благодаря христиану. Ах да, какой ты добрый человек, Теодор. Советник. Я здесь, Ваше Величество. Который час? Полночь, Ваше Величество. Вы кто? Вы отлично знаете, кто я. У вас есть письмо государю? Да. Вот оно. Следуйте за мной. Ваше Величество, вот письмо, которое вы ждали. Теодор Христиан, я пришел. Христиан Теодор. Это все? Где он? За дверью. Пригласить, Ваше Величество? Не надо. Пусть пройдет в малый тронный зал. Я скоро вернусь, дорогая. Ну, как твои дела, Христиан Теодор? Мои дела плохи, Теодор Христиан. А что же твои друзья, Христиан Теодор? Им наклеветали на меня, Теодор Христиан. А где же та девушка, которую ты любил? Она теперь твоя невеста. А кто же во всем этом виноват, Христиан Теодор? Ты в этом виноват, Теодор Христиан. Вот это настоящий разговор человека с тенью. Я по полу тянулся и подымался по стене, ломался на уступах и простирался по стерне. Ты мыкался у подножия, а я достигал вершин, а в полдень я сворачивался в аршин. Я падал на грязные лужи и голые провода, не чувствуя при этом ни шока и ни стыда. Я очень неприхотливый, я гибче и ловчей, и я знаток теневой стороны вещей. Поэтому твои друзья теперь мои друзья, поэтому твоя любовь теперь любовь моя, поэтому твоя голова теперь в моих руках. Так спрашивается, кто у кого в ногах. Поднимись над глобусом, стеклышки надень. В мире главным образом торжествует тень. Это не острота и не похвальба. Такова природа, такова судьба. Господа, перед вами человек, которого я хочу осчастливить.
Всю свою жизнь он был неудачником. Наконец, на его счастье я стал главой государства, и я назначаю его своей тенью. Поздравьте его, господа. Не смущайся, Христиан Теодор. Я приравниваю тебя по рангу и почестям к нашим министрам. Тень, займи свое место у наших ног. Господа, слушайте так же серьезно, как говорю вам я. Вот он и есть тень. Моя тень. Тень захватила власть. Слышите? Так я и знал. Государь! Тише, первый министр, тише. Говори, неудачник, говори. А я полюбуюсь на последнюю неудачу в твоей жизни. Принцесса, знаете, я никогда не отказывался от вас. Это он обманул и запутал и вас, и меня. Слушать вас не желаю, ничтожный человек. Вы тень. Юлия, вы ведь знаете, кто он и кто я. Ну, скажите им. Юлия, если вы позволите себе лишнее слово, я сотру вас в порошок. Ну, Юлия. Тень, это... Ну? Это вы. Господа, пропустите меня. Господа, послушайте. Я свидетельствую. Вот настоящая тень. Тот, кто на троне. Честное слово. Замолчи! Я сама видела, как вот он ушел от господина ученого. Ты не можешь быть свидетельницей! Господа, она не может быть свидетельницей! Почему? Потому что ты влюблена в него! Господа, она влюблена в него! Это правда. Спасибо, девочка. Эй, вы, не хотели верить мне, так поверьте своим глазам. Тень, знай свое место. Смотрите, он подчиняется ему и повторяет все его движения. Гроу! Это же просто тень. Довольно? Нам все ясно. Этот ученый сумасшедший, и его болезнь заразительна. Государь заболел, но он поправится. Лакеи, унести государя. Теодор, милый, Теодор. Доктор, скажите, это помешанный? Я давно говорил ему, что это безумие. А его безумие заразительно, доктор? И я сам едва не заразился. А оно излечимо? Нет. Так, все ясно. Значит, нужно отрубить ему голову. Стража, взять его. Не смейте, не смейте! Не смейте! Позвольте, господин первый министр. Было бы грубо, было бы негуманно рубить голову бедному безумцу. Против казни я протестую, но маленькую хирургическую операцию над головой бедняги необходимо произвести немедленно. Прекрасно сказано. Наш уважаемый доктор, как известно, терапевт, а не хирург, поэтому, чтобы ампутировать больной орган, я советую воспользоваться услугами господина королевского палача. Сию минуту. Прошу простить, я скоро вернусь и расскажу вам, как я спас жизнь своим бедным кроликам. Я готов. Аннунциата, ну поверьте, я не могла поступить иначе. Этот ничтожный докторишка ничего не терял. А я так люблю сцену.
вы думаете, он еще жив? Ну, конечно, когда это начнется, ударят барабаны. Сударыня, умоляю, помогите, это не должно произойти. Вина! Если вы пообещаете мне молчать, то я попробую. Клянусь, только скорее. Спешить как раз не следует. Доктор? Да, Юлия. Я знаю, о чем вы думаете. О вине. Нет, о воде. Мне не до шуток, Юлия. А я не шучу. Сейчас одному нашему общему знакомому, ну, словом, вы понимаете меня? Но что я могу сделать? А вода? Какая вода? Ну, та самая, о которой вы мне рассказывали, которую вы открыли. Живая вода, которая воскрешает мертвых, если они хорошие люди. Доктор, это правда? Действительно есть такая вода? Юлия шутит, как всегда. Доктор, пожалуйста, ведь вы завтра проснетесь, а он не проснется никогда. Глупая, несчастная девочка. Ну, что я могу сделать? Ну, что? Вода у них за 7 дверями, 7 замками. Ключи у министра финансов. Сударыня, прошу вас, помогите, выпросите у него ключи, ведь Нет. это в ваших силах, Нет, сударыня. нет, ни слова больше. Я и так сделала Умоляю. все, что я могла. Боже мой! Сейчас наша несравненная звезда, госпожа Юлия Джули, исполнит успокоительную песенку «Не стоит голову терять». Не стоит голову терять. Прекрасно. Один ученый Архимед, тирьям-тирьям по парам, решил открыть один секрет. Тирьям-тирьям-тирьям, как осчастливить целый свет немедленно и даром. И все он голову ломал, и вот ее уж нет. И все он голову ломал, и вот ее уж нет. Не надо голову ломать, не стоит торопиться. Не надо голову ломать, а вдруг да пригодится. Ты запиши себе в тетрадь на каждую страницу. Не надо голову ломать, не надо голову ломать. Когда приходит месяц май, тирьям-тирьям по парам, на травку тянет молодежь. Тирьям-тирьям-тирьям, гуляйте, дети, там и сям, не тратьте время даром, но не теряйте головы, гуляя там и сям. Но не теряйте головы, гуляя там и сям. Не надо голову терять, не стоит торопиться. Не надо голову терять, а вдруг да пригодится. Ты запиши себе в тетрадь на каждую страницу. Не надо голову терять, не надо голову терять, не надо голову терять, не надо голову терять. Почему это? Не рассчитали. Это все-таки его собственная тень. Сейчас же, сейчас же, сейчас же! Что, ваше высочество? Сейчас же исправьте его, я не хочу, не хочу! Умоляю, на нас же смотрят. Да, а что бы вы сказали, если бы ваш жених
любви, принцесса, от любви. Если вы сейчас же не исправите его, я прикажу вам, и вам, и вам, и всем вам отрубить голову. Я не шучу. Делать нечего. Живую воду. Быстро, быстро. Кричи! Живая вода воскрешает только хороших людей. Придется воскресить хорошего, чтобы этот мог жить. Доктор! Следуйте за мной! Они воскресят хорошего человека для того, чтобы плохой мог жить. Посчастливится Аннунциата. Господа, неужели войдет в моду быть хорошим человеком? Когда приходит месяц май, терьям, терьям по парам, на травку тянет молодежь, терьям, терьям, терьям. Гуляйте, дети, там и сям, не тратьте время даром, но не теряйте головы, гуляя там и сям. Но не теряйте головы, гуляя там и сям. Не надо голову терять, не стоит торопиться. Не надо голову терять, а вдруг да пригодится. Ты запиши себе в тетрадь на каждую страницу. Не надо голову терять, не надо голову терять, не надо голову терять, не надо голову терять. Ура, Ваше Величество! Ура, господа! Поздравляю вас, Ваше Величество. Воды. Воды! Он сказал воды. Все в порядке. Голова работает. Победа, господа! Как тебе идет голова? Луиза, где он? Не знаю. Как ты себя чувствуешь? Мне больно глотать. Я поставлю тебе компресс на ночь. Советник. Я? Где он? Кто? Он! Все в порядке, Ваше Величество, он будет заключен в темницу. Вы с ума сошли! Зовите его сюда! Бегите, умоляйте, просите его, черт возьми! Зачем он нам? Вы дура! Радость моя! Я жить без него не могу, а я хочу жить! Больше всего на свете я хочу жить! Эй, вы! Слышите? 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 Он поправился! Он жив! Он жив, как никто из вас! Аннунциата. Аннунциата. Кажется, эта печальная сказка заканчивается вполне благополучно. Пошли отсюда. Христиан Теодор, умоляю тебя, останься со мной. Живи во дворце, ни один волос не упадет с твоей головы. Хочешь, я назначу тебя первым министром? Почему именно первым? Вон министр финансов нездоров. Кто? Я нездоров! Уж, смотрите! Поправился. У нас, у деловых людей, в минуту настоящей опасности на ногах вырастают крылья. Хочешь, я прогоню их всех? Только не уходи. Мы же с тобой единое целое. Разве не так? Взаимная связь между светом и тьмой, и кажется мрачен ответ роковой. И в музыке тема тревожна, хотя ведь проблема ничтожна. Когда ваша тень забывает о том, что тень — это призрак, подделка, фантом, скажите ей прямо и веско: опомнись и знай свое место. Опомнись и знай свое место. Исчез? Долой тень! Свободу печати! Он исчез? Он скрылся, чтобы еще раз и еще раз встать на моем пути. Но я узнаю его. Я всюду узнаю его. Идемте, Аннунциата. Постойте! Я все поняла! Я все поняла! Господа, и я найду себе другого жениха. Вот радость-то! И какая! Христиан Теодор, прости меня, не уходи. Ведь я ошиблась всего один раз. Нет, принцесса. Господа, просите его. Подождите, не уходите, время детское.
Аннунциата. В путь. Ой, да упаду и смейся до слез. Радуйтесь, люди, родился Христос. Вот он на ручках у мамки, и на щеках его ямки. Ай да красавчик, хороший малыш, мальчик, ты песенку нашу услышь. Ну-ка споем ему дружно, это и нам тоже нужно. Если малыш улыбнется, может быть, все обойдется. До свидания, до свидания, до свидания, Рождество. До свидания, светлый праздник, не забудем мы